темных подземельях под Токио богатые элиты собираются на подпольной арене, чтобы наблюдать за тем, как монстры рвут друг друга на части. Эти существа называются игроками — искусственные создания, лишенные свободной воли и движимые лишь инстинктом убивать. Бои приносят миллиарды долларов дохода от азартных игр, потому что богачи обожают кровавые зрелища. Но однажды ночью что-то идет не по плану. Новый игрок вырывается из камеры и убивает ученого, который за ним наблюдал. Но вместо того, чтобы слепо нападать, он делает то, чего не делал ни один игрок до него. Он говорит, он приказывает другому игроку напасть на зрителей. На арене начинается резня. 13 игроков сбегают в город и растворяются среди людей. Во время хаоса ученый по имени Канзаки покидает лабораторию с ребенком на руках. Его начальник пытается его остановить, но Канзаки заявляет, что это его ребенок, и исчезает в ночи. Этого ребенка не должно было существовать. Корпорация Амаги создавала игроков для развлечения, но создала и кое-что еще — оружие, предназначенное для охоты и уничтожения созданных ими монстров. Они назвали его Z. Но Канзаки считал, что ребенок заслуживает жить как человек, поэтому он украл Зета. Он забрал его из лаборатории, дал ему имя Дзин, что означает «человек», и вырастил как своего внука в трущобах Токио. С тех пор корпорация Омаги разыскивает украденное оружие. Дзин — подросток, он живет с Канзаки в Нижнем городе, забытой части Токио, где живут бездомные и отверженные. Здесь нет ни водопровода, ни электричества, ни надежды, только борьба за выживание. Он не ходит в школу, потому что не может себе этого позволить. У него нет работы, потому что никто не нанимает детей из трущоб. Так что он превратил героизм в бизнес. Когда кого-то грабят или преследуют, появляется Джин и предлагает помощь за 10 тысяч йен. Нет денег — нет спасения. Однажды днем трое головорезов загнали женщину в угол в переулке, дав понять, что они не примут отказа. Джин появляется на стене и предлагает спасти ее за свою обычную плату. Она в таком отчаянии, что соглашается без колебаний. Джин спрыгивает вниз и уничтожает всех трех головорезов за считанные секунды. Он двигается так, словно сражался всю свою жизнь, уклоняясь от их атак, прыгая между стенами и нокаутируя их точными ударами. Женщина потрясена тем, насколько силен этот случайный подросток. Несколько мгновений спустя появляется мальчик по имени Куга в костюме героя-подражателя, разозленный тем, что Джин не позвал его на подмогу. Он начинает читать Джину лекцию о командной работе и процедурах, в то время как его младшая сестра Каноха просит его успокоиться. Куга помешан на телешоу Альфы о супергерое, который борется со злом и защищает невинных. Он таскал Джина на патрулирование по городу, притворяясь борцом за справедливость. Джин думает, что это глупо, но он соглашается с этим, потому что Куга — его единственный друг. Разница между ними очевидна. Куга видит преступников, в то время как Джин видит людей, которым грозит опасность. Куга хочет победить зло, в то время как Джин просто хочет получать деньги, потому что он понимает то, чему его никогда не научила привилегированная жизнь Куги. Выживание превыше всего, и правосудие не наполнит твой желудок. Когда женщина пытается заплатить Джину, Куга сердито оттаскивает его, потому что считает, что правосудие никогда не должно требовать вознаграждения. Куга тащит за собой Джина, который все еще требует вернуть ему деньги. В парке Джин замечает, что у Конова перевязана рука, и показывает ей свою отметину — символ в виде кольца на ладони, который он называет кольцом ангела. Канзаки велел ему скрывать его от всех, но он показывает его друзьям. Канаса говорит, что у нее просто царапина, и Джин советует ей плюнуть на нее, потому что так ему говорил дедушка. Исцеление силой веры. Он не знает, насколько сильно ошибается. В тот же день женщина находит Джина и отдает ему обещанные деньги. Ее зовут Аками. Она дает Джину свою визитку и обещает как-нибудь угостить его. Джин кладет деньги в карман и идет домой, не придавая этому особого значения. Но, когда он приходит в Нижний город, то видит, что там что-то не так. Повсюду кровь. Тела его соседей разбросаны по земле. Сердце Джина бешено колотится, и он бежит к своему дому. Внутри, прислонившись к стене, сидит Камзаки, весь израненный. Джин не понимает, что происходит, и думает, что все просто спят. Он подбегает к Канзаки и пытается его разбудить. Он обещает плюнуть на его раны, как всегда говорил ему дедушка. Но Канзаки вздыхает, потому что знает, что солгал Джину. Джин спрашивает, почему все спят, и Канзаки отвечает, что они не спят. Их больше нет. Джин не понимает, что это значит, и Канзаки из последних сил обнимает его. Крепко обнимает и дает ему последний урок. Насилие — вот что привело всех в такое состояние. И это то, о чем он всегда его предупреждал. А потом Канзаки перестает дышать. Джин все еще не понимает, в чем дело, и думает, что дедушка просто устал. Он кладет тело Канзаки на тележку и везет ее под проливным дождем в ближайшую клинику. Стучится в дверь и умоляет о помощи. Хозяин открывает дверь и требует денег, но у Джина всего несколько монет. Хозяин отталкивает его и захлопывает дверь, потому что ему нет дела до проблем каких-то бездомных детей.
Джин толкает тележку под дождем, проезжая мимо домов, в которых горит свет. Он видит, как семьи ужинают вместе, смеются, радуются. Он не понимает, что за чувства переполняют его, потому что никогда раньше не испытывал ничего подобного. Он пытается дозвониться Куге по их общему телефону, но в особняке Амодзи отец Куги отбирает у него телефон и разбивает его, прежде чем Куга успевает ответить. Звонок обрывается, и Джин понимает, что единственный друг не пришел на помощь в трудную минуту. В отчаянии Джин вспоминает визитку Акими и находит ее. Она без лишних вопросов отвозит его и тело Канзаки в больницу. Приехавшие на место детективы узнают характер ранений, потому что они совпадают с теми, что оставляет серийный убийца. Они выслеживают человека, которого называют ветряным монстром. Детектив Саяма замечает, в каком подавленном состоянии находится Джин. Он протягивает ему кулон, принадлежавший Канзаки, и говорит, что в трудную минуту нужно высоко держать голову, потому что надежду не найти на земле. Джин спрашивает, что такое надежда, и Саяма указывает на палату, где отдыхает Акими, и говорит, что теперь она — его надежда. Акими без колебаний предлагает Джину остаться у нее. Она купает его, кормит и относится к нему как к члену семьи. В ванной она просит Джина перестать называть ее госпожой и обращаться к ней старшая сестра. Она спрашивает, купался ли он когда-нибудь с мамой, и Джин отвечает, что у него никогда не было родителей, только дедушка. Акеми крепко обнимает его, потому что видит, как он сломлен. Джин испытывает прилив чувств, которых никогда раньше не испытывал, и начинает плакать, сам не понимая почему. Ведь в последний раз его так обнимали за мгновение до того, как дедушка перестал дышать. Но кошмар на этом не заканчивается. На следующий день Джин и Акими вместе идут за покупками. Она счастлива, и он старается не отставать. Но по дороге домой из ниоткуда высовывается язык и пронзает Акими насквозь. Серийный убийца нашел Джина. Он игрок. Монстр-хамелеон, который может вытягивать свой язык как лезвие. Он признается, что это он убил Канзаки и всех остальных в Нижнем городе, потому что охотился именно за Джином. Он чувствует, кто такой Джин на самом деле. Джин встает перед Акими, чтобы защитить ее, но монстр пронзает его грудь и отбрасывает в сторону, как мусор. Монстр уже готов расправиться с Акими, но ей удается сбить его с ног, но он рассекает ей лицо, оставляя глубокий шрам. Внутри Джина что-то пробуждается. Его глаза меняют цвет, волосы выпрямляются, а вокруг тела потрескивают молнии. Кольцо ангела на его пальце начинает ярко светиться, потому что что-то внутри него реагирует на опасность. Джин преображается в мощном энергетическом всплеске. Его тело покрывается черным облегающим костюмом с маской на лице, и он становится похож на демона. Монстр-хамелеон едва успевает прошептать одно слово «харизма», прежде чем Джин бросается на него и одним ударом стирает его с лица земли. Джин возвращается в нормальное состояние и сразу же теряет сознание, потому что его тело не выдерживает напряжения. Когда он приходит в себя в больнице, Акими оказывается жива. Ее лицо покрыто шрамами, но она улыбается и заключает Джина в объятия. На данный момент Джин обрела новую семью. Проходят годы, и теперь Джин — молодой человек, живущий в подземном городе, который все еще берет с людей по 10 тысяч йен, чтобы спасти их. Аками держит продуктовый киоск неподалеку и мечтает накопить достаточно денег, чтобы отправить Джина в школу. Но Джин говорит ей, чтобы она не беспокоилась, потому что он не против остаться с ней навсегда. В ответ она игриво гладит его по голове. Тем временем Куга стал золотым мальчиком в семье Амаги. Он капитан своей школьной футбольной команды, окружен обожающими его фанатами и по-прежнему одержим идеей стать героем справедливости, как его любимый телевизионный персонаж Альфа. На официальной вечеринке, посвященной его достижениям, ведущий спрашивает Кугу, кем он хочет стать, когда закончит школу. Он отвечает, что хочет стать героем справедливости, и толпа смеется, потому что думает, что это шутка. Но Куга не смеется, потому что он говорит искренне. Он собрал команду бывших сотрудников корпорации Амаджи, которые верят в его видение. Они разработали прототипы гаджетов и патрулируют город по ночам, чтобы пресечь преступления. Так вот, когда поджигатель начинает поджигать здания по всему Токио, Куго видит в этом шанс проявить себя как настоящий герой. Поджигатель на самом деле является игроком, который может генерировать огонь и управлять им. Он поджигает здание только потому, что ему нравится смотреть, как что-то горит. Джин чувствует, когда игроки находятся поблизости, поэтому он тоже замечает пожары. Оба они в одну и ту же ночь оказываются у горящего здания. Внутри заперта семья. Мать потеряла сознание, когда на нее упала полка. Куга просчитывает риски и приходит к выводу, что они не смогут спасти всех. Поэтому разумнее всего оставить мать и спасти детей. Джин не обращает на него внимания. Он поднимает мать, кладет ее на кровать рядом с детьми и велит им держаться. Затем он переносит их всех через обрушившийся пол в безопасное место, полагаясь только на силу воли, потому что он не собирается никого бросать. Куга смотрит на него с недоверием, ведь по его расчетам это было невозможно. Но Джин все равно это сделал. Однако он не останавливается, потому что поджигатель все еще внутри. Проблема в том, что Джин забыл дома свою специальную активирующую жвачку.
Эта жвачка была разработана корпорацией Амаги, чтобы Джин мог трансформироваться без сильной эмоциональной травмы. Без нее Джин не может трансформироваться по желанию. Поджигатель находит Джина и сразу понимает, кто он такой. Он принимает свою истинную форму, чудовищное огненное существо, и начинает избивать Джина, насмехаясь над ним и говоря, что игроки превосходят людей и больше не должны прятаться. Джин велит ему заткнуться. Поджигатель пронзает его грудь ножом, но Джин не падает. Он чувствует, как активируется кольцо ангела, потому что боль пробуждает что-то глубоко внутри него. Его тело окутывает молния, и он превращается в Зета. Джин использует огнетушитель Куги, чтобы не дать пламени исцелить монстра, а затем окутывает его вихрем воздуха, который полностью лишает его кислорода. Ведь огонь не может гореть без кислорода. С поджигателем покончено, но что-то идет не так. Сердце Дзина бьется один раз и останавливается. Он падает без чувств, а его кулон разбивается о землю, потому что тело не выдерживает незавершенной трансформации. Каноха поднимает разбитый кулон как раз в тот момент, когда приезжают пожарные. Дина в критическом состоянии срочно доставляют в больницу. В больнице проходит пресс-конференция, на которой Куга восхваляется как герой, спасший семью. Его отец использует эту возможность, чтобы прорекламировать технологии корпорации Амаги. Куга знает правду. Настоящий герой Дзин, но он молчит, потому что так велел отец. Тем временем дед Куги Мицугай узнает о существовании Дзина. Он председатель корпорации Амаги и человек, который несколько десятилетий назад создал первых игроков. Он искал Дзета с тех пор, как его похитил Канзаки, и теперь приказывает своим людям немедленно забрать Дзина. Дзин приходит в себя в незнакомой комнате и через окно видит, как чудовище держит Акими. Дзим кричит, чтобы они ее отпустили. Кольцо ангела активируется само собой, потому что его переполняет ярость. Вокруг него вспыхивают молнии. Он трансформируется и разбивает стеклянную преграду, разделяющую их с Акими. Он сражается с чудовищем изо всех сил, но его трансформация нестабильна, потому что не завершена. Чудовище избивает его, называя слабым и недоделанным. Когда кажется, что все потеряно, гнев Дзина достигает предела, и он одним ударом разносит чудовище на куски. Но, увидев свое отражение в зеркале, Дзин замирает, потому что на него смотрит чудовище. Он не узнает себя. Ученый, наблюдавший за боем, объясняет ситуацию. Трансформация Дзина не завершена, и его клеточная структура быстро разрушается. Если он не победит всех ближайших игроков, его тело разрушится, потому что его факторы Z должны устранить все угрозы для стабилизации. В комнате есть еще один игрок — Акими. Джин отказывается в это верить и кричит на команду Мицугая, чтобы они вернули Акими в нормальное состояние. Но прежде чем что-то происходит, один из телохранителей стреляет Акими в голову. Джин в отчаянии падает на колени. Затем Мицугай раскрывает правду. На самом деле это была не Акими, а ее клон. Иллюзия, созданная для того, чтобы проверить эмоциональную устойчивость Джина. Настоящая Акими жива, она по-прежнему торгует едой в своей лавке и ничего не знает о случившемся. Джин с трудом осознает происходящее, ведь им манипулировали, а его эмоции использовали против него. Мицугай представляется как председатель корпорации Амаги. Он создатель игроков и рассказывает Джину то, чего тот не знал о своем прошлом. Джин был создан в лабораториях Амаги как оружие, способное обнаруживать игроков и уничтожать их. Ученые называли его Z, но Канзаки считал, что Джин заслуживает жить как человек, поэтому он выкрал его из лаборатории и вырастил как своего внука. Теперь Мицугаю нужна помощь Джина, потому что сбежавшие игроки уже много лет живут среди людей. Некоторые из них мирно сосуществуют с людьми, а другие тайно нападают на них. Джин — единственный, кто может их выследить. Джин спрашивает, почему он должен помогать тем, кто создал этих монстров. Мицугай говорит ему жестокую правду. Правду. Игроки чувствуют Джина так же, как он чувствует их. Пока Джин жив, все, кто его окружает, в опасности, потому что игроки будут охотиться на всех, кто с ним связан. Единственный способ защитить тех, кто ему дорог, навсегда с ними расстаться. Джин в отчаянии, но соглашается работать с Мицугай на определенных условиях. Он хочет, чтобы Мицугаи избавил Аками от шрама на лице и помог ей найти ребенка, которого она потеряла много лет назад. В обмен на это Джин станет Зетом и будет охотиться на игроков. С этого момента Джин отказывается от своей человеческой жизни. Мицугаи уводит Джина глубоко под землю, в место под названием «Забытые земли руины первой лаборатории для игроков». Там находится массивное устройство под названием «Кольцо разоблачения», которое заставляло игроков раскрывать свою истинную форму. Кольцо ангела, которое носит Джин, каким-то образом связано с ним. Но даже Мицугай не до конца понимает эту связь. Выходя из лаборатории, Джин проходит мимо закусочной Акеми, не останавливаясь. Она чувствует, что что-то не так, и выбегает на улицу, недоумевая, ведь она ждала встречи с кем-то. Но Джин уже ушел, потому что не может рисковать и подвергать ее опасности. Вскоре после этого у закусочной появляется Каноха.
Они с Акеми говорят о Джине, и Акеми отдает ей Кулон Канзаки, потому что считает, что у Канохи больше шансов снова увидеться с Джином. Наблюдая за ними из тени, мужчина по имени Хайтани улыбается, потому что он очень долго ждал этого момента. Проходит 2 года. Джин тайно тренируется в лаборатории Мицугаи. Его тело сканировали и анализировали, чтобы создать специальные инструменты, индивидуальный костюм, который сливается с его телом во время трансформации, и специальную жевательную резинку, которая стимулирует его факторы ЗО, чтобы он мог трансформироваться без эмоциональной травмы. Теперь он сильнее, быстрее и лучше контролирует себя. Но его трансформация все еще не завершена, потому что ученые не знают, как вывести его на новый уровень. Джин возвращается в Нижний город и становится безмолвным защитником. Он сражается с игроками в тени и никому из своего прошлого не открывает своего лица. Бездомные замечают, что количество тяжких преступлений резко сократилось, но не знают почему, ведь Джин действует в одиночку. Куга же 2 года мучается от чувства вины, ведь он знает, что во время пожара настоящим героем был Джин. Он знает, что стоял как вкопанный, пока Джин спасал людей, и эта вина съедает его заживо. Его помощник Хаями работает над секретным проектом-костюмом, повышающим боевые способности, созданным по образу и подобию любимого героя Куги из аниме Альфы. В костюме используется технология корпорации Амаги, которая увеличивает силу, скорость и боевые способности владельца. Увидев прототип, Куга чуть не плачет, ведь это его шанс стать настоящим героем. Но за Кугой уже давно наблюдает кое-кто другой. Странный старик по имени Дзера преследует его и проверяет, насколько он предан идее справедливости. Дзера ненавидит семью Амаги, потому что отец Куги, Сидзу, много лет назад заживо похоронил его, чтобы скрыть эксперименты с игроками. Сын Дзеро, Иттира, погиб в той подземной тюрьме. Но Дзеро не умер, потому что использовал ДНК игроков, чтобы воскресить сына и поддерживать в себе жизнь одной лишь ненавистью. Теперь они вдвоем. Вместе с таинственным Хаитани замышляют месть семье Амаги. Во время благотворительной раздачи еды в нижнем городе Каноха и ее мать раздают бездомным обеды. Мимо проходит Джин, и Каноха сразу его узнает. Она бежит за ним и говорит, что до сих пор иногда видит Акими. Она упоминает, что Акими получила письмо, в котором говорилось, что Джин воссоединился с родителями. Джин останавливается, потому что знает, что это письмо — ложь, придуманная командой Мицугая, чтобы объяснить его исчезновение. Он просит Каноху больше не искать с ним встреч и уходит, не оглядываясь, потому что помнит слова Мицугая о том, что игроки нацелятся на всех, кто ему дорог. Каноха не понимает, почему он так холоден. Она смотрит ему вслед, все еще держа в руке кулон, который хранила много лет. Когда Джин возвращается домой, он находит девочку с розовыми волосами по имени Ханака, которая прячется в его шкафу. Она в ужасе, потому что увидела, как монстр расплавил лицо человека, и с тех пор убегает. Джин говорит ей уйти, но она отказывается, потому что ей слишком страшно оставаться одной. Вопреки здравому смыслу, Джин позволяет ей остаться. В ту ночь Джин почувствовал опасность и выбежал на улицу, чтобы разобраться, в чем дело, оставив Ханака позади. Монстр, который охотился за ней, настигает ее. Это напарник песчаного монстра, игрок типа жука, обладающий способностью создавать клонов. Двое из них загоняют Ханака в угол и начинают насмехаться над ней, говоря, какая она никчемная. Появляется Джин и предлагает спасти ее за 10 тысяч йен. Она соглашается, потому что у нее нет другого выбора. Один из мужчин высмеивает его за то, что он требует деньги, так что Джин вырубает их всех за долю секунды. Но песчаный монстр пережил их предыдущую встречу. Он принимает свою истинную форму и нападает на Джина, который не может трансформироваться, потому что забыл дома свою активирующую жвачку. Бой будет жестоким, потому что тело песчаного монстра выделяет едкие частицы, которые начинают плавить кожу Джина. Как раз в тот момент, когда ситуация кажется безнадежной, кольцо Джина наконец активируется само по себе. Он уничтожает тело монстра, но не замечает, что голова монстра превратилась в жука и уползла прочь. Тело Джина начинает таять, потому что игрок все еще где-то жив. Появляется уборщик, фигура в плаще, которая служит сообществу игроков под названием «Зло». Его работа заключается в устранении любого игрока, который нарушает правила, нападая на людей. Поэтому он отрубает голову песчаному монстру и спасает жизнь Джину. Но затем он касается Джин своим мечом. Ничего не происходит, дворник в замешательстве, потому что его меч должен растворять любого игрока, к которому прикасается. Но Джин не растворился, потому что он не игрок. Но и человеком он тоже не был. Дворник не успевает ничего понять, как из тени появляется Хаитани. Он велит дворнику не вмешиваться, потому что Зет его не касается. Джин спрашивает, кто такой Хаитани, но тот лишь улыбается, потому что давно наблюдает за Джином. Он даже помнит день рождения Зет. Он велит Джину как следует заботиться о девочке, которую он несет, и исчезает в темноте. Команда Мицугая объясняет, что произошло. Дворник работает на сообщество зло игроков, которые решили мирно сосуществовать с людьми. У них строгие правила, и любой игрок, который их нарушает, уничтожается дворником. Но Хаитани, похоже, играет по другим правилам, потому что он из зла и манипулирует как людьми, так и игроками ради своих целей. Тем временем Куга наконец получает свой альфа-костюм. Это белая броня с крыльями на лбу и развивающимся плащом. Точь в точь, как у его любимого героя из аниме.
Он плачет, когда видит его, потому что это все, о чем он мечтал. Но Дзиро приготовил для него испытание. Он звонит Куге и говорит, что на 3 его поклонниц нападут, если он их не спасет. Но есть одна загвоздка. В это же время его сестра Каноха якобы тонет в школьном бассейне. Куга может спасти только одну группу — поклонниц или сестру. Так что ему нужно сделать выбор. Он выбирает сестру. Когда он приходит к бассейну, с Канохой все в порядке, потому что ей ничего не угрожало. Все это было уловкой. 3 поклонницы исчезли навсегда. Дзиро перезванивает Куге и говорит, что тот провалил испытание, потому что настоящий герой спасает незнакомцев, а не членов семьи. Правосудие не должно быть личным делом. Куга подавлен, ведь он пытался быть героем, а из-за его выбора погибли 3 невинных человека. В это же время Джин встречает Каноху, когда гуляет с Ханако. Каноха видит, как Ханако цепляется за руку Джина, и у нее сжимается сердце, потому что она собиралась вернуть ему кулон. Джин просит ее больше не попадаться ему на глаза, потому что помнит предупреждение Мицугая о том, что игроки могут нацелиться на его близких. Каноха не понимает, в чем дело. Она смотрит, как он уходит с другой девушкой, и чувствует, что внутри у нее что-то обрывается. 2 брата-монстра в облике жуков нападают на Каноху и ее подругу Томоми, чтобы заманить Джина в ловушку. Один брат сражается с Джином на крышах, а другой пытает девушек в потайной комнате. Джин терпит поражение, потому что без активирующей жвачки не может трансформироваться. Монстр разбивает его до крови, насмехаясь над его слабостью. Но Джин не сдается, потому что думает о том, что где-то рядом Канохи и Тамами причиняют боль. Он думает о том, что значит защищать кого-то, и от осознания того, что от него зависит чья-то жизнь, его тело наливается свинцом. Он понимает, что именно так и ощущается забота о ком-то, и решает продолжать сражаться, что бы ни случилось с его телом. Его показатели зетов начинают расти сами по себе, потому что его решимость пробуждает что-то глубоко внутри него. Тем временем другой монстр в облике жука пытает Каноху. Он слегка надрезает ей шею, чтобы пошла кровь, потому что ему нравится ее мучить. Травма настолько сильная, что она не может контролировать мочевой пузырь. Куга в своем костюме Альфы находит раненую Каноху. Он уносит ее в безопасное место, но она потеряла много крови. Джин наконец находит комнату, где держали девушек, и освобождает их. Но прежде чем они успевают сбежать, монстр-жук пронзает его грудь сзади. Джин должен был завершить трансформацию, но вместо этого активируется кольцо его ангела. Трансформация останавливается, потому что он недостаточно силен, чтобы достичь полной мощи. В этот момент появляется Хейтани. Он говорит Джину, что боль больше не является ключом к трансформации, потому что Джин уже прошел этот этап. Теперь ему нужно нечто совершенно другое. Хейтани достает кол, сделанный из фрагментов кольца разоблачения, огромного устройства из забытых земель, которое заставляет игроков раскрывать свою истинную форму. Он говорит Джину, что этот кол связан с кольцом его ангела так, что даже Мицугай не понимает, как именно. Затем он вонзает колебания в грудь Джина. Такую боль Джин не испытывал никогда в жизни. Его тело содрогается в конвульсиях, кол погружается в плоть. Вокруг него вспыхивают молнии, в центре груди формируется белая сфера, и затем Джин взрывается. В небо устремляется столб красного света, видимый со всех концов города. Ударная волна разрушает здание вокруг него, потому что высвобождается слишком много энергии. Когда свет гаснет, Джин наконец обретает свою полную форму. Его тело становится красным, а не белым. Его рога становятся длиннее и острее. Его аура ошеломляет. Он похож на короля демонов. Хаитани с удовлетворением наблюдает за происходящим, потому что харизма наконец проявилась. Красная форма Джина превосходит все ожидания. Его скорость возросла настолько, что система слежения едва успевает за ним уследить. Его сила зашкаливает, а кольцо ангела теперь обладает новой, ужасающей способностью. Оно может заставить любого игрока поблизости против его воли принять свой истинный облик. Джин находит оставшегося монстра-жука и активирует кольцо. Монстр пытается сопротивляться, но сила кольца разоблачения подавляет его самоконтроль, потому что она слишком велика, чтобы с ней бороться. Его человеческая личина спадает, и он принимает свой истинный облик. Монстр пытается дать отпор, но Джин уклоняется от каждой его атаки, словно в замедленной съемке. Он с легкостью обездвиживает монстра, потому что разница в силе слишком велика. Появляется Хейтани и приказывает Джину прикончить монстра. Монстр-жук в ярости, потому что именно Хейтани подстрекал его напасть на Джина. Но Хейтани признается, что просто использовал братьев, чтобы подтолкнуть Джина к принятию истинной формы, потому что ему не было до них дела. Они были всего лишь инструментами. Джин без колебаний расправляется с монстром, а затем уничтожает клона, который появляется из его тела, прежде чем тот успевает сбежать. Но что-то идет не так. Шар в груди Джина внезапно трескается, и его сила начинает бесконтрольно колебаться. Он возвращается в белую форму, потому что его тело не может поддерживать красную трансформацию. Тем временем Кука сражается с другим монстром-жуком в костюме Альфа. Монстр может создавать бесконечное количество клонов, поэтому его практически невозможно уничтожить. Джин и Куга впервые с детства действуют сообща. Они координируют свои атаки, чтобы одновременно уничтожить главного монстра и всех его клонов,
потому что только так можно остановить его регенерацию. Когда битва заканчивается, Джин возвращается в человеческую форму. Куга, наконец, видит его лицо и понимает, что все это время это был Джин. Он не выдерживает и начинает плакать, потому что все это время Джин сражался с монстрами в одиночку, пока Куга изображал из себя героя. Его терзает чувство вины. Джин несет Ханака домой. Она просыпается и обнимает его, плача от страха. Джин изменяется за то, что оставил ее одну. Впервые за много лет Джин позволяет кому-то приблизиться к себе. Куга хочет получить ответы. Мицугай отводит его и Джина в исследовательский центр и рассказывает им все об игроках, аренах, Зете, всей темной истории корпорации Амаги. Куга в ужасе от того, что натворила его семья, но в то же время воодушевлен. Он говорит Джину, что они должны сражаться вместе, как в детстве, потому что они могли бы стать партнерами в борьбе за справедливость. Джин осаждает его, напоминая, что они никогда не были командой. Куга показывает Джину рисунок, на котором он изображен в красной форме Зета, и предлагает называть его Зетменом. Джин просит его спрятать рисунок и перестать относиться ко всему как к игре, потому что охота на игроков — это не развлечение, а вопрос выживания. В больнице Каноха расспрашивает Джина и Кугу о монстрах. Она помнит, что жукообразное чудовище говорило о том, что семья Амаги создает игроков и хочет узнать правду. Джин лжет и говорит, что они тоже ничего не знают. Куга в замешательстве, но Джин понимает, что если рассказать Канохе правду, она окажется в еще большей опасности, потому что о некоторых вещах лучше молчать. Позже Джин приводит Ханака к себе домой, и они проводят ночь вместе. Впервые в жизни Джин позволяет себе помечтать о нормальной жизни. Он говорит ей, что хочет накопить денег, купить дом и завести семью. Ханака тронута, потому что никто никогда не говорил с ней о будущем. Она отвечает, что тоже хочет стать его семьей. Они целуются, но у Мицугая есть еще один секрет, который он должен раскрыть. Он ведет Дзина в тайное хранилище глубоко под землей. Там стоит резервуар, наполненный консервирующей жидкостью. В резервуаре плавает голова Канзаки. Дзин падает на колени. Мицугай объясняет, что тело Канзаки было уничтожено, но мозг удалось спасти. Все эти годы они поддерживали его жизнь, используя его разум как банк данных. Мысли Канзаки появляются на экране компьютера. Он спрашивает Дзина, как у него дела. Спрашивает, сохранил ли Дзин красный камень из своего кулона. Дзин не может говорить. Он просто смотрит на плавающую голову своего деда, и по его лицу текут слезы. Мицугай говорит Дзину, что только Канзаки знает, как завершить трансформацию. Но Дзину больше не нужна сила. Он подходит к резервуару и в последний раз смотрит на своего деда. Затем он отключает провода, потому что хочет, чтобы его дедушка наконец обрел покой. На экране появляется последнее сообщение от Канзаки, в котором он спрашивает Дзина, как у него дела. Дзин отвечает сквозь слезы, что у него все хорошо. Экран гаснет. Хайтани делает свой ход. Используя ДНК Дзина, оставшиеся после предыдущих сражений, он создает двух клонов и отправляет их в особняк Амаги. Их задача — украсть кулон Дзина, потому что в нем есть красный камень, о котором Канзаки упоминал в своих последних сообщениях. Клоны нападают на Каноху в ее спальне. Она в ужасе, потому что они выглядят в точности как Дзин. Настоящий Дзин вместе с Кугой и Мицугаем появляется как раз вовремя. Клоны несовершенны, и во время боя они начинают таять, но одному из них удается сбежать с кулоном. Затем особняк взрывается. Джиро заложил взрывчатку по всему зданию, пока все были заняты атакой клонов. Дом семьи Амаги уничтожен мощным взрывом. Каноха выживает, но ее доверие подорвано, потому что она видела, как точная копия Джина пыталась причинить ей вред. Как теперь ей кому-то верить? Тем временем головные боли Ханака усиливаются, потому что она ссорится с родителями из-за своего выбора жизненного пути. Она чувствует, что никто не понимает ее, кроме Джина. Она возвращается к нему и во всем признается. Она говорит, что не может жить без него, потому что хочет стать его семьей. Джин обнимает и целует ее, потому что впервые в жизни позволяет себе быть счастливым. Но в другом конце города Хайтани получает все, что ему нужно. Он собрал армию игроков, которые устали скрываться среди людей. У него есть красный камень из кулона Джина, и у него есть план, который навсегда изменит мир, потому что он собирается раскрыть человечеству существование игроков. Тем временем злой повелитель связывается с Джином и просит его помочь остановить Хайтани. Джин соглашается, потому что Хайтани нужно остановить, пока он не разрушил все. Кука стоит у школьного бассейна. Каноха лежит на спине и смотрит в стеклянный потолок. Ее взгляд спокоен, но тело напряжено. Внезапно она переворачивается и на мгновение уходит под воду. Куга думает, что она тонет, и его сердце начинает биться чаще. Каноха быстро встает и говорит, что просто тренируется. Она говорит, что на следующей неделе у нее заплыв на время, и она не хочет опозориться. Куга на мгновение замолкает. Потом он окликает ее и вспоминает, что она как-то сказала о его стремлении к справедливости, что он жаждет только похвалы. Куга вспоминает, как однажды Каноха сказала, что он наслаждается справедливостью только потому, что после этого ему аплодируют. Он вспоминает ее неуверенную улыбку и чувствует, как ему больно. Куга смотрит на нее и говорит, что станет сильнее. Он говорит, что покажет ей, что на самом деле значит его понятие справедливости. Каноха дружелюбно улыбается, но он чувствует, что она не до конца ему верит.
Мысленно он решает, что теперь все будет по-другому. На базе Альфы Куга стоит перед своей командой. Его ждет белый костюм с эмблемой Альфы. Команда проверяет системы и оружие. Куга кивает им и просит передать его матери, чтобы она не волновалась. Хаями стоит рядом с серьезным видом. Он говорит Куге, что информация от Зерона Каиты может быть ловушкой. Куга отвечает, что знает об этом, но не может игнорировать ни одной зацепки, связанной с Канохой. Он садится в транспорт и готовится отправиться в указанное Дзеро место. В Нижнем городе Джин лежит в постели с Канака. Они укрываются одним одеялом и прижимаются друг к другу. Ханака кладет голову ему на грудь и улыбается. Джин нежно обнимает ее и смотрит в потолок. Он говорит, что хочет накопить денег. Он говорит, что хочет однажды купить дом и жить там с ней как семья. Ханака краснеет, испытывая смешанные чувства удивления и радости. Джин вспоминает, как спас Ханака от игрока в песочницу. Он вспоминает, как попросил у нее денег, как делал всегда, и как она ему не заплатила. Ханака тоже внезапно вспоминает об этом и говорит, что так и не заплатила ему за спасение жизни. Джин улыбается и говорит, что ей не нужно платить. Он говорит, что теперь она его семья и что он поможет ей без всякого вознаграждения. Ханека чувствует облегчение и радость и прижимается к нему. Они целуются и наслаждаются тишиной. Телефон Джина начинает вибрировать. Он смотрит на экран и видит имя Куги. Джин отвечает и слышит взволнованный голос Куги. Тот говорит, что уходит из-за сообщения о Канохе. Джин чувствует напряжение в голосе Куги и понимает, что происходит что-то серьезное. Ханака тоже слышит имя Каноха, и ее лицо меняется. Джин говорит Ханака, что ему нужно уйти и что он все объяснит, когда вернется. С тяжелым сердцем, но решительно он покидает их маленький дом. Куга в повседневной одежде и с сумкой для оружия ждет на парковке в городе. Подъезжает машина к Дзиро и останавливается. Дзиро говорит Куге, чтобы тот садился, потому что он покажет ему, где его сестра. Куга садится на пассажирское сиденье. Команда Альфы следит за машиной на мониторе и связывается с Кугой по рации. Дзиро непринужденно едет по улицам и игриво говорит, что хочет устроить Куге еще одно испытание на справедливость. Куга сверлит его взглядом и отвечает, что ему нужна только Каноха. Машина останавливается на светофоре. Дзиро внезапно распыляет что-то в лицо Куге. Куга чувствует жжение в носу, перед глазами все плывет. Через несколько секунд он теряет силы и падает без сознания на сиденье. Сигнал на мониторе базы Альфы начинает мерцать. Команда зовет Кугу, но сигнал становится нестабильным. На базе Хаями сидит за главной консолью. Команда сообщает, что потеряла сигнал Куги. Хаями говорит, что должно быть возникли помехи и делает вид, что настраивает систему. На самом деле он намеренно уменьшает радиус слежения. Он откидывается на спинку кресла и говорит остальным, что попытается восстановить сигнал, но в его глазах читается совсем другое намерение. Вернувшись в комнату, где лежит Куга, он медленно открывает глаза и понимает, что лежит на кровати в незнакомом помещении. У него слегка болит голова. Он замечает, что его оружие лежит рядом, а в ухе у него наушник. Из устройства доносится голос Дзиро. Дзиро говорит, что началось новое испытание. Он говорит, что у Куги по-прежнему при себе оружие и что здесь нет сотовой связи. Он добавляет, что Куга должен пройти это испытание в одиночку. Куга встает и проверяет дверь. Он открывает ее и выходит в коридор. В конце коридора он видит большую столовую, полную молодых девушек. Они сидят за длинным столом и болтают. Некоторые из них замечают Кугу и взволнованно показывают на него. Куга прячет пистолет за спину и пытается вести себя непринужденно. Дзиро говорит ему, что эти девушки — его поклонницы. Он говорит, что они похищены, и Куга должен решить, спасти их или отправиться на поиски Канохи. Дзиро напоминает ему о предыдущем испытании, в котором погибли 3 девушки, когда Куга выбрал сестру. Девушки подбегают к нему, смеются и хватают его за руки. Одна из них громко просит его дать автограф для ее подруги. Куга чувствует себя загнанным в угол, ему тяжело дышать. Он понимает, что Дзиро использует его популярность против него. Он спрашивает Дзиро, что происходит, но тот лишь повторяет, что это еще одно испытание на справедливость. Куга выдавливает из себя улыбку и говорит девочкам, что ему нужно сначала сходить в уборную. Он заходит в туалет и смотрит на себя в зеркало. Вода стекает по его рукам и лицу, пока он пытается собраться с мыслями. Он думает о Канохе и о погибших девочках из предыдущего испытания. Он знает, что Дзиро способен убить здесь всех ради своей извращенной забавы. Он понимает, что не может просто бросить этих девочек. Когда он выходит из туалета, у двери его ждет одна из них. Она нервничает и говорит, что здесь как-то странно. Она говорит ему, что здесь не ловит телефон и что им нужно бежать вместе. Она берет его за руку и тянет за собой по коридору. Они останавливаются у стены. Девушка нажимает на скрытую панель, и открывается узкий проход. Проход ведет в уютную спальню, похожую на обычную девичью комнату. Другая группа девочек в главном зале замечает, что стена с их стороны открыта, и начинает восхищаться тем, какая милая эта потайная комната. Девочка, которая нашла проход, заходит внутрь и машет Куге. Она говорит ему, что им нужно бежать. Куга стоит в дверях и размышляет.
Он не знает, является ли она частью испытания Дзиро, или же она действительно жертва, которая хочет сбежать. Он вспоминает, как Джин во время расследования дела о поджоге решил спасти всех до единого в горящем здании. Он понимает, что тоже хочет спасти всех. Он говорит девочке, чтобы она шла одна и вызвала полицию, если ей удастся выбраться. Он говорит, что вернется и выведет остальных в безопасное место. Куга возвращается в большую комнату. Остальные девушки толпятся у входа в потайную спальню. Одна из них запрыгивает на кровать, чтобы проверить, выдержит ли та ее вес, и зовет Кугу. В этот момент с потолка падает тяжелый цементный блок и придавливает ее. В комнате повисает тишина. Кровать залита кровью и засыпана пылью. Остальные девушки в ужасе кричат и бросаются к выходу. Куга кричит, чтобы они остановились, потому что в доме полно ловушек, но паника берет вверх. Девушка, которая недавно просила у него автограф, пробегает мимо и бьет его по лицу. Она кричит, что во всем виноват он, и называет его убийцей. Она говорит, что он должен был предупредить их об опасности. Куга пытается ее образумить, но она не слушает. Девушки бегут по коридору. Дверь в конце открывается, и они видят лифт. Некоторые бросаются к нему. Одна из девушек оказывается запертой снаружи, когда дверь за ней закрывается. Остальные остаются внутри с розововолосой девушкой, которая молча наблюдает за происходящим и пытается понять, почему Куга так себя ведет. В коридоре раздаются тяжелые металлические шаги. Куга оборачивается на звук и видит приближающегося гигантского робота. Существо похоже на огромного металлического человека с молотами вместо рук. Голос Дзера сообщает Куге, что это следующий этап испытания. Он говорит, что лифт в конце коридора приведет его к Куге. Затем он спрашивает, попытается ли Куга добраться до него или останется и сразиться с роботом, чтобы защитить девушек. Куга смотрит на дрожащих девушек за своей спиной. Его тело все еще болит после тренировки, но он поднимает оружие. Он говорит, что не может бросить их на произвол судьбы. Он делает шаг вперед и бросается на робота. Машина с сокрушительной силой размахивает своими молотообразными руками. Куга едва успевает уворачиваться и блокировать удары в режиме меча. Он чувствует, как от каждого удара сотрясается все его тело, но не отходит от девочек. Дзеро называет его жалким и насмехается над его упрямым стремлением к справедливости. В другой части города Каноха сидит в маленькой квартирке Акими. Она держит в руках письмо и вчитывается в слова. Акими готовит чай и смотрит на гостью. Глаза Канохи опухли от слез и усталости. Она пришла сюда, потому что больше не может оставаться в особняке Амаги. Акими говорит Канохе, что в доме Амаги сейчас опасно. Она рассказывает, что к ней в лавку приходили люди, работающие на корпорацию. Они сказали, что Цзин переехал к родителям и предложили ей денег, чтобы она забыла о нем и избавилась от шрама на лице. Она вспоминает, как швырнула деньги им в лицо. Она говорит, что не доверяет корпорации Амаги, но доверяет Цзину. Она говорит, что Цзин всегда старается помочь людям, даже если кажется грубым. Каноха извиняется за то, что корпорация Амаги сделала с Акими. Акими отвечает, что не винит ее, потому что знает, что Каноха не такая, как все. Каноха снова опускает взгляд на письмо и спрашивает, правда ли, что Цзин вернулся к родителям. Она говорит, что никогда не видела его родителей и что эта история кажется ей неправдоподобной. Она понимает, что на самом деле очень мало знает о Цзине и что теперь это ее пугает. В городе внезапно гаснут все огромные экраны на улице. Люди в замешательстве смотрят вверх, экраны снова включаются, и на них появляется Хаитани. Он представляется членом группировки под названием «Зло». Он говорит, что они существа, которых создали, а затем бросили люди. Он призывает зло по всему миру вернуться к своему истинному облику. Сначала толпа думает, что это шутка. Внезапно один из людей в толпе начинает корчиться и меняться. Его тело вытягивается, кожа твердеет, и он превращается в монстра. Он нападает на людей поблизости, и начинается хаос. Улица наполняется криками. Хаятани улыбается с экрана, пока все больше людей присоединяются к бойне. Каноха в квартире Акеми видит происходящее по телевизору, и ей становится плохо. Она кричит Акеми, чтобы та выключила телевизор. Окими быстро выполняет просьбу и обнимает Каноху за плечи, чтобы успокоить ее. Джин бежит по крышам города. Он прижимает к уху телефон и разговаривает с Акеми. Он спрашивает, видит ли она трансляцию. Акеми отвечает, что видела, но выключила телевизор. Джин говорит, что, по его мнению, Каноха сейчас с ней и просит ее позаботиться о Канохе, если та придет. Он говорит, что направляется в центр города, чтобы остановить игроков. Он кладет трубку и разжевывает кусочек специальной жвачки для активации. Его тело начинает реагировать на активацию, и его Z-факторы приходят в движение. Дзиро наблюдает за происходящим через маленькое существо с глазом, которое сидит на стене. Он видит, как бежит Джим, а также как Куга продолжает сражаться с человеком-машиной. Молот машины продолжает опускаться, и несколько девушек уже лежат мертвыми на полу. Куга истекает кровью и дрожит, но не отступает. Дзеро потирает подбородок и признает, что ожидал, что Куга бросит девушек и побежит за Канохой. Вместо этого Куга упрямо защищает людей, которые находятся прямо перед ним. Дзиро усмехается и говорит в наушник, что правосудие Куги по-прежнему несовершенно. Он говорит, что в сердце Куги по-прежнему не хватает чего-то важного. Джин бежит по разрушенным улицам, а трансляция Хаитани продолжается на всех больших экранах. По всему городу продолжается хаос. Монстры блокируют выходы и окружают группы людей как добычу.
Джин дожевывает активационную жвачку и чувствует, как меняется его тело. На его руке светится ангельское кольцо. Он врывается в самую гущу охваченной паникой толпы и превращается в Зета. Джин приземляется среди монстров и тут же начинает атаковать. Его черно-белая фигура движется быстрее, чем может уловить человеческий глаз. Он рассекает одного игрока, впечатывает другого в асфальт и отбрасывает третьего к стене. Вокруг него падают окровавленные тела. Хаитани замечает это и приказывает операторам, которыми он управляет, сфокусироваться на Джине. На всех экранах города появляется Джин, чудовищная фигура, спасающая людей. Хаитани радостно называет его звездой шоу. Джин велит людям бежать, пока есть возможность. Они смотрят на него со страхом, не понимая, спаситель он или еще один монстр. Итани объявляет по громкой связи, что игра окончена. Он говорит, что настоящее шоу начнется, когда появится Зет. Он называет его творением корпорации Амаги и обвиняет их в хаосе. Ханака смотрит трансляцию по телевизору в своем доме. Она видит на экране Зета и узнает Джина под маской. У нее внезапно начинает болеть голова, и она стонет. Позади нее стоит темная фигура. Прежде чем она успевает полностью развернуться, нападавший оглушает ее и уносит прочь. Хайтани продолжает говорить с экрана. Он сообщает зрителям, что корпорация Амаги создала игроков из Зета. Он заявляет, что все смерти, которые происходят сейчас, на их совести. Паника нарастает, когда все больше людей слышат его слова. Внутри здания смертельной ловушки Куга продолжает сражаться с человеком-машиной. Тяжелые металлические молоты мелькают с бешеной скоростью. Куга использует режим меча, чтобы отражать удары, а затем переключается на режим пистолета и стреляет по сочленениям. Каждый удар отдается болью в его руках и ногах, но он чувствует внутри себя что-то странное. Он чувствует азарт. Он понимает, что это ощущение настоящей справедливости. Справедливости, которая борется со злом лицом к лицу. Наконец, Куге удается глубоко вонзить меч в тело машины и обнажить органическую материю внутри. Он понимает, что это не просто робот, а игрок. Машина отбрасывает его в сторону и впечатывает в стену. Куга с трудом поднимается на ноги и снова бросается в атаку. Он быстро переключается между мечом и пистолетом и, наконец, уничтожает игрока-машину. Из разбитой головы машины выползает крошечное существо в форме глаза. Оно проползает по полу и взбирается на стену. В этот момент Ичиро чувствует боль в собственной голове. Существо явно связано с ним. Дзеро понимает, что Куга победил его подопытного, и это его раздражает, но он видит и новые возможности. На разрушенных улицах детектив Саяма и его помощник прибывают на место преступления. Они видят несколько трупов монстров и высокую фигуру, стоящую среди них. Это Джин, вернувшийся в человеческий облик. Окружающие в панике кричат, что он чудовище. Саяма быстро вмешивается и объявляет, что арестовывает Дзина. Он хватает Дзина за руку и уводит его от разъяренной толпы. Этот мнимый арест спасает Дзина от самосуда. В это же время в новостях сообщают, что Сейзу Амаги проведет пресс-конференцию. Он планирует опровергнуть заявление Хайтани и защитить репутацию своей корпорации. Окими смотрит новости по маленькому телевизору в своем ларьке. Рядом с ней сидит Каноха с телефоном в руках. Акеми рассказывает, как люди Амаги пытались откупиться от нее после похищения Дзина. Она говорит, что выбросила их деньги. Каноха снова извиняется, но Акеми отвечает, что не винит ее. Каноха берет у Акеми телефон и звонит матери. Амаги берет трубку и слышит голос дочери. Каноха спрашивает, в безопасности ли ее семья. Омаги беспокоится за обоих детей и пытается утешить Каноху. Тем временем в секретном убежище Диро розоволосая девушка ведет Кугу по коридору. К ее затылку прикреплен жучок, который слегка шевелится. Он управляет ее действиями. Она приводит Кугу в комнату, где их ждет Зеро со своим сыном-подростком Итиру. Диро наконец-то показывает свое лицо. Его взгляд пронзителен и полон ненависти. Дзеро говорит Куге, что это та встреча, которую он хотел с самого начала. Он объясняет, что Итиру — живое доказательство жестокости Сейзу. Куга спрашивает, являются ли они игроками. Дзеро отвечает, что они люди, которые используют ДНК игроков, чтобы выжить. Дзиро вспоминает, как работал на Саидзе в подземной лаборатории по созданию игроков. Он вспоминает, как игроки подняли восстание. Сизу решил похоронить лабораторию и всех, кто в ней находился, чтобы замести следы. Дзиро просыпается в темноте рядом с мертвым телом своего сына. В отчаянии он использует технологию создания игроков, чтобы внедрить ДНК игрока в себя и в Итира. Это спасает им жизнь, но меняет их тело. Только ненависть Дзиро к Сидзо помогает ему выжить. Спустя годы Хайтани находит запечатанную лабораторию и освобождает их. Дзиро говорит, что воспитывала Тира, рассказывая ему истории, полные ненависти. Он хочет отомстить Сузу и хочет, чтобы Куга стал тем, кто убьет его собственного отца. Он утверждает, что это будет высшей формой справедливости. В комнату входит Хаями и встает рядом с Дзиро. Куга видит его и понимает, что Хаями все это время был заодно с Дзиро. Розоволосая девушка под контролем Итира внезапно направляет на Кугу его же пистолет. Крошечный жучок на ее шее пульсирует и двигается. Итира может убить ее в любой момент. Хаями просит Дзиру успокоиться и следовать плану. Он говорит, что Куга должен остаться в живых как символ. Он раскрывает свои истинные намерения. Он хочет получить контроль над корпорацией Амаги.
Он хочет использовать Кугу как героя, а сам будет править из тени. Он организовал финансирование проектов по созданию игроков и использовал КБ как своего человека в компании. На пресс-конференции на сцене появляется Сидзу. Вспыхивают камеры, в зале полно репортеров. Он говорит, что речь Хаитани ложь и что его корпорация не имеет никакого отношения к игрокам. Внезапно вперед выходит КБ. На его шее светится спрятанный жучок. Под контролем Итира Коби заявляет, что Хаитани говорит правду. Он бросает стопку документов в сторону репортеров. В них содержится информация о создании игроков и тайных фондах. Кабе обвиняет Сэдзу в том, что он спонсировал хаос, чтобы увеличить продажи оружия. Он кричит, что Сисо несет ответственность за страх в стране. Затем, по приказу Жука, он приставляет пистолет к своей голове и нажимает на курок на глазах у всех. На сцену брызжет кровь. Зал взрывается криками. Сидзу кричит, что Кеби сошел с ума и пытается взять себя в руки. Но это уже распространилось по всей стране. Вернувшись в комнату, Дзиро приказывает Хаями убить Кугу. Хаями колеблется, потому что ему все еще нужен Куга. Дзеро говорит, что если Хаями откажется, он просто использует жучок, чтобы убить Кугу через Маю. Хаями боится контроля Ичиру, но все равно придерживается своего плана. Он говорит, что предпочитает контролировать Куга через систему Альфа, а не через жучков. Куга слушает и понимает, что Хаями никогда не видел в нем друга. Он был всего лишь инструментом. Куга активирует свое оружие и переключается в режим меча. Он атакует и рубит Хаями. Удар глубоко врезается в тело Хаями. Затем Куга поворачивается и переключается в режим стрельбы. Он стреляет и в Дзиро, и в Ичиру. Пули попадают им в грудь и лишают их самообладания. Жук падает с шеи розоволосой девочки, и она падает, освобожденная от контроля разума. Хаями пошатывается и смотрит на Кугу с недоверием. Он говорит, что Куга должен был сыграть ту роль, которую он для него приготовил. Куга отвечает, что когда-то он относился к Хаями как к старшему брату. Теперь он видит в нем только человека, который манипулирует другими. Это его собственные амбиции. Куга делает еще один выстрел и убивает его. Дзиру и Ачиру лежат на полу. Их тела начинают растворяться. Дзиро слабо смеется и говорит, что в каком-то смысле он все равно выигрывает, потому что грехи Сайдзу теперь раскрыты, а сердце Куги глубоко ранено. Затем он исчезает вместе со своим сыном. Куга стоит в пустой комнате и кричит от горя и ярости. Он берет на руки бессознательную девушку с розовыми волосами и покидает здание. Снаружи появляется команда Альфы, когда сигнал с его маячка возвращается. Они бросаются к нему и спрашивают, что случилось. Куга говорит, что сейчас не время для объяснений. Они открывают фургон и показывают ему усовершенствованный костюм Альфы. Они объясняют, что теперь в костюме есть воздушные ускорители, которые позволяют ему летать. Команда также сообщает, что игроки направляются к месту проведения пресс-конференции. Они предупреждают, что тело Куги пострадает, если они снимут все ограничители на костюме. Куга говорит, что ему все равно, он хочет летать на полной скорости. Он просит их присмотреть за девушкой с розовыми волосами, которую зовут Маю. Затем он надевает костюм и взмывает в воздух, направляясь к зданию Омаги. На сцене появляется Хайтани в сопровождении еще одного злодея. Армия охранников направляет на них оружие и открывает огонь. Злодей рядом с Хайтани превращается в тяжелобронированного монстра и отражает пули. Они отскакивают от него. Хайтани невредимо проходит сквозь град пуль и запрыгивает на стол перед Сидзу. Он улыбается и говорит Сидзу, что стрелять в него невежливо. Куга летит по небу в своем белом костюме. Городские огни струятся под ним, как звездные реки. Его команда связывается с ним по рации и сообщает, что его жизненные показатели в критическом состоянии, но стабильны. Он отвечает, что с ним все в порядке и увеличивает скорость. Джин в человеческом обличье появляется у входа в пресс-центр. Он распахивает двери и оказывается в центре хаоса. В зале полно перепуганных репортеров, вооруженных охранников и двух злодеев рядом с Седзу. Хайтани оборачивается и видит Джина. Он улыбается и говорит, что Дзину не стоит его перебивать. Дзин отвечает, что пришел остановить их. Хайтани смотрит на его белую форму Зета и смеется. Он говорит, что в таком незавершенном состоянии, без красного камня, Дзин слишком слаб, чтобы победить его. Хайтани двигается так быстро, что человеческий глаз не успевает за ним уследить. Он оказывается прямо перед Дзином и вонзает руку ему в грудь. Из его руки в тело Дзина устремляются черные частицы. Дзин чувствует жгучую боль, которая распространяется от сердца по всему телу. Хайтани погружает руку все глубже, пока его пальцы не нащупывают что-то твердое внутри Дзина. Хайтани вытаскивает руку. Дзин падает на колени и задыхается. В руке Хайтани красный кол, который он когда-то вонзил в грудь Дзина, чтобы активировать его красную форму. Непрозрачный камень на конце колышка теперь светится темно-красным. Хайтани улыбается и говорит, что Канзаки хотел, чтобы Дзин жил как человек, но все же оставил ему этот путь. Он говорит, что старик, вероятно, хотел увидеть истинную форму Дзина, даже притворяясь, что защищает его человеческую сущность. Дэзин пытается встать, но снова падает. Его тело сотрясается. Хайтани смотрит на него сверху вниз и говорит, что ненависть Дзина — это истинное лицо игрока. Он говорит, что в этой белой форме Дзин не сможет его победить. Он говорит, что скоро убьет его, если тот не примет свою судьбу. Затем Хайтани отворачивается от него и смотрит на паникующих людей в комнате. Костюм Куги достигает предела мощности. Сила бурлит в каждой клеточке его тела. Команда спрашивает, не чувствует ли он головокружение или онемение. Куга отвечает, что чувствует себя сильнее, чем когда-либо. Его голос звучит взволнованно и в то же время неуверенно.
Команда говорит ему, что они могут снова включить ограничители, если что-то пойдет не так. Куга говорит, что они не должны ничего скрывать. Каноха стоит у двери Аками, она держит в руках небольшую сумку и выглядит решительной. Аками пытается убедить ее остаться, потому что в городе сейчас опасно, но Каноха говорит, что она больше не может прятаться. Она говорит, что Джин и Куга оба сражаются с монстрами, и она должна посмотреть, что произойдет. Она извиняется перед Акеми за причиненные неприятности. Акеми также извиняется за то, что больше ничем не может помочь. Они обмениваются нежными улыбками, и Каноха уходит. Вернувшись в конференц-зал, Хайтани стоит посреди перепуганной толпы с красным колом в руке. Джин лежит на полу и неглубоко дышит. Хайтани чувствует, как ненависть Джин растет, и говорит, что ему нравится этот взгляд. Затем он бросает кол прямо перед лицом Джина. Он говорит ему поднять его, если он хочет жить, и если ему нужна сила, чтобы защитить что-либо. Куга вылетает в окно в своем костюме Альфы. Вокруг него дождем сыплется стекло. Он переворачивается в воздухе и приземляется прямо перед Хайтани. Закованное в броню зло немедленно бросается на Кугу. Куга реагирует чисто инстинктивно. Он разрубает зло одним мощным ударом. Монстр разваливается на две части. Репортеры в шоке смотрят, как мальчик в белых доспехах предстает перед ними в образе спасителя. Сидза наблюдает за происходящим широко раскрытыми глазами. Он узнает своего сына в костюме. Куга бросается к Джину и опускается рядом с ним на колени. Джин говорит ему, чтобы он забрал у Хайтани красный кол. Куга поднимает глаза и видит калеб на полу. Сканер его визора идентифицирует материал. Система сопоставляет его с красным камнем, который когда-то был в кулоне Дзина. Седзу замечает Дзина и указывает на него. Он кричит, что Дзин — тот, кто вторгся в их дом и разрушил особняк. Он приказывает Куге убить Дзина. Несколько солдат в черных костюмах в стиле альфа стоят позади Сидзу. Их броня похожа на броню Куги, но она темнее и массивнее. Сидзу говорит, что альфа — это всего лишь прототип, и при желании он может наладить массовое производство. Он относится к костюмам и солдатам как к расходным материалам. Куга смотрит на отца и на Дзина. Он слышит, как отец приказывает ему стрелять. Но вместо этого он поднимает пистолет и целится в Сидзу. Сидзу недоверчиво смотрит на него. Куга говорит, что его отец — источник зла, с которого все началось. Он обвиняет его в создании игроков, сокрытии преступлений и в том, что он относится к людям как к фигурам на шахматной доске. Дзин в шоке наблюдает за происходящим. Солдаты целятся в Кугу. Система оповещения об опасности в костюме предупреждает его, что на него нацелено несколько пистолетов. Куга на мгновение колеблется. Затем он стреляет. В этот момент Амаги бросается вперед. Она закрывает с собой Кугу и Сидзу. Пуля попадает ей в грудь. Второй выстрел поражает Сузу и убивает его. Оба родителя падают на пол. Вокруг них растекается кровь. На мгновение в зале воцаряется гробовая тишина. Затем один за другим зрители начинают кричать. Некоторые игроки в толпе решают, что им больше не нужно прятаться. Они превращаются в монстров. Их конечности удлиняются, кожа меняет цвет, вырастают зубы. В зале царит хаос. Хайтани улыбается и заявляет, что теперь игроки будут править миром. Один из игроков поднимается в воздух и управляет парящими шарами, которые светятся лазерным лучом. Шары стреляют лучами, которые пронизывают стены и колонны насквозь. Часть стены конференц-зала взрывается наружу. Снаружи Каноха прибывает в здание и видит людей, бегущих от входа. Полицейские преграждают путь и сдерживают толпу. Она кричит, что она о магии, что ее семья находится внутри. Детектив Саяма слышит ее голос. Он узнает ее и убеждает полицейских пропустить ее. Он заходит с ней в здание. Коридоры наполнены дымом и пылью. Сирены и крики отдаются эхом повсюду. В фургоне наблюдения команда Куги следит за показателями его костюма. Они видят, что выработка энергии остается высокой, но индикатор нагрузки на тело становится красным. Один из них говорит, что они никогда не испытывали костюм в таких условиях. Майю сидит рядом с ними и смотрит на здание. У нее дрожат руки. Она беспокоится не о костюме, а о самом Куге. Она знает, что он только что застрелил своих родителей и боится за его рассудок. Внутри разрушенного конференц-зала Куга сражается с лазерным проигрывателем. Он блокирует лучи, отстреливается и перепрыгивает через падающие обломки. Солдаты черного альфы стреляют по другим монстрам. На полу громоздятся тела людей и игроков. Джин пытается встать, но его грудь все еще горит от атаки Хайтани. Он стонет и снова падает. Хайтани наклоняется и кладет красный кол перед рукой Джина. Он говорит Джину, что все в комнате скоро умрут. Он говорит, что Джин тоже умрет, если не примет эту силу. Хайтани повторяет, что красная форма сделает Джина олицетворением зла, тем, кто поведет их за собой. Джин тянется к столбу. Его рука дрожит. Куга видит это и кричит на него. Он говорит, что Джин не может принять эту силу, потому что она принадлежит врагу. Он говорит, что камень проклят. Джин колеблется. В этот момент лазерный проигрыватель выпускает в Кугу еще один залп. Куга уничтожает лазерные сферы и вонзает меч в проигрыватель. Противник взрывается, разлетаясь на множество искр. В этот момент в зал входят Каноха и Саяма. Каноха видит тела на полу, монстров, дым и разрушенную сцену. Она видит своих отца и мать, лежащих рядом, подбегает к ним и падает на колени. Она плачет и зовет их. Она понимает, что ее отец мертв. Мать еще дышит, но еле слышно. Хайтани снова обращается к Джину и говорит, что ему нужна помощь в принятии решения. Он подает знак своим приспешникам. Один из них затаскивает Канока в зал.
Она бледна и растеряна. Хаитани объявляет перед всеми, что Джин скоро умрет. Ханака выкрикивает имя Джина, но зло крепко держит ее. Джин пытается пошевелиться, но боль пригвождает его к полу. Куга направляет пистолет на красный кол. Он стреляет и на мгновение выбивает его из рук Джина. Он кричит, что Джин не должен его использовать. Хаята не смеется и приказывает оставшимся игрокам атаковать. Зал забрасывает бомбами и обстреливают лучами. Один взрыв отбрасывает Джина в сторону от кола. Когда пыль оседает, Джин видит, что зло все еще держит Ханака и замечает, что вокруг них гибнут люди. Джин подползает к красному колу и хватает его. Куга подбегает к нему и хватает за руку. Куга говорит, что если Джин станет злым, ему придется его убить. Джин кивает. Он понимает, что это обещание, данное друг другу. Джин вонзает кол себе в грудь. Острие пронзает кожу и входит в сердце. Кольцо с ангелом вспыхивает ярким светом. По его телу пробегает электрический разряд. Ноги отрываются от земли, и он парит в воздухе. Вокруг него кружатся молнии и ветер. Весь зал сотрясается от взрыва энергии. Свет, сопровождающий трансформацию Джина, вырывается через проломленный потолок в небо. По всему городу люди ощущают порыв ветра. Дворник на крыше вдалеке поднимает голову и чувствует эту энергию. Хозяин зла в своем баре тоже ее ощущает. Оба понимают, что начинается новый этап. Тело Джина растет и меняется. Его белые доспехи становятся полностью красными с черными краями. Рога удлиняются и заостряются. Сфера на его груди увеличивается и сияет, как маленькое солнце. Он становится почти в 3 раза больше, чем в своей предыдущей красной форме. Все в зале смотрят на него. Лицо Хайтани озаряется радостью. Куга крепче сжимает меч и готовится при необходимости напасть на Джина. Джин смотрит на него сверху вниз и говорит спокойным, ровным голосом. Он говорит, что чувствует себя потрясающе и что Куге не нужно его убивать. Кольцо с ангелом на руке Джина снова сияет и испускает чистый луч света. Луч проносится по залу. Там, где он проходит, скрытые игроки не могут сохранять человеческий облик. Они против своей воли возвращаются к облику монстров. Хайтани тоже возвращается к своему истинному облику зла. Он смеется и говорит, что кольцо разоблачения заставляет зло показать свою истинную сущность и что оно может навсегда изменить их облик. Каноха в шоке наблюдает, как Ханака начинает меняться. Девушка, которая до этого момента не отходила от Джина, превращается в игрока, и ее тело меняется. Каноха понимает, что Ханака все это время была игроком. Хитани разводит руками и говорит, что наконец-то чувствует себя свободным, потому что ему больше не нужно притворяться, что он служит людям. Из его руки вырывается луч света и пронзает нескольких солдат черной альфы, мгновенно убивая их. Еще один ночной демон нападает на Кугу. Куга встречает его в воздухе, и они обмениваются ударами. От столкновения их оружия летят искры. Джин сосредотачивается на других игроках, которые расправляются с оставшимися людьми. Он убивает электрического ночного демона одним ударом. Еще один игрок рассыпается в песок от удара Джина, не оставив после себя тело. Каноха уводит раненую мать подальше от основного места сражения. Она проверяет, дышит ли та, и с облегчением понимает, что мать жива. По ее щекам текут слезы, когда она смотрит на мертвого отца и искалеченную мать. Хайтани говорит Джину, что Ханака на самом деле песчаный монстр, который когда-то превращал людей в песок. Он говорит, что она превратит все вокруг в песок, если Джин ничего не предпримет. Джин смотрит на Ханака, которая теперь стоит перед ним в облике игрока со слезами на глазах. Хайтани продолжает говорить. Он утверждает, что она никогда не станет человеком. Он рассказывает, что всегда был рядом, когда Джин и Ханака проводили время вместе. Он говорит, что сам устроил их встречу и направлял их отношения. Он знает, что Канзаки рассказал Джину о человеческой любви и решил исказить этот урок, используя Ханака, чтобы манипулировать чувствами Джина. Он хотел, чтобы Джин познал человеческое счастье, а потом отнял его у него. Джин качает головой. Он отказывается верить, что чувство Ханака к нему — ложь. Внутри него нарастает ярость. Он с ревом бросается на Хайтани, используя всю свою силу. Хайтани поднимает руки и выпускает несколько световых лезвий, которые рассекают воздух. Они врезаются в тело Джина и замедляют его продвижение. Хайтани продолжает провоцировать его. Он кричит, что Джин должен убить Ханака, потому что убивать игроков — его работа. Он говорит, что Ханака обманывает его и что настоящий охотник не колеблется. Джин не обращает внимания на его слова и прорывается сквозь световые лезвия. В воздухе он меняет траекторию и выбрасывает руку вперед. Его когти пронзают грудь Хайтани. Хайтани отшатывается. Вместо крика он смеется. Он говорит, что именно такую реакцию и хотел увидеть. В небе над городом зданию мчится вертолет Мицугая. Его телохранители докладывают, что уровень тревоги продолжает расти. Они показывают ему кадры с места сражения. Мицугай видит Джина в полном обличии и понимает, что мечта о полноценном Зетсу сбылась. Но какой ужасной ценой. Команда Куги тоже направляется к месту событий и связывается с Мицугаем по рации. Ханака стоит посреди зала в облике игрока. С ее тела сыплются песчинки, которые въедаются в пол. Люди, пытающиеся пробежать мимо нее, тоже начинают превращаться в песок. Куга летит над полем боя в своем поврежденном костюме Альфа. Он видит, как Ханака превращает людей в песок и вспоминает слова Хайтани. Куга пикирует. Он собирает все оставшиеся силы и обрушивает их на Ханака, разрубая ее тело игрока.
Песок разлетается во все стороны. Глаза Ханако расширяются, жизнь покидает ее тело. Ее тело рассыпается, превращаясь в горку песка. Джин оборачивается и видит, как на его глазах умирает женщина, которую он любит. От его рева содрогается все здание. Он отпускает Хайтани и бросается к останкам Ханако. Там лишь песок и едва различимые очертания ее тела. Джин издает крик отчаяния, который эхом разносится по залу. Канаха наблюдает за происходящим и не может поверить своим глазам. Она понимает, что Куго убил Ханако. Детектив Саяма стоит рядом с ней и осознает тяжесть совершенного Кугой. Он оглядывается на тела Сидзу и Амаги и видит, что обе они были убиты выстрелами в голову. Позже Амаги подтверждает, что Куга нажал на курок. Она говорит, что ее сын до конца следовал своему пониманию справедливости. Хайтани встает и вытирает кровь с груди. Он смотрит на Джина и видит пустоту в его глазах. Он говорит, что Джин наконец-то избавился от человеческих сомнений. Он продолжает говорить о том, что сердце, способное любить, делает человека слабым. Он говорит, что убийство Ханака Кугой избавляет его от этой слабости, и что это его награда Джину. Куга пытается что-то сказать, но Хайтани сбивает его с ног. Костюм Куги мерцает, и несколько ограничителей отключаются, чтобы защитить его тело. Команда в фургоне кричит, что его костюм получил критические повреждения. Каноха бежит к брату. Она в слезах умоляет его перестать искать справедливость и прекратить борьбу. Она говорит, что если он потеряет себя, то защищать будет уже нечего. Куга смотрит на нее пустыми глазами. Хайтани смеется над происходящим. Он подходит к Куге и прижимает его к земле ногой. Затем он поворачивается к Джину и приказывает ему прикончить Кугу. Он говорит, что истинный враг — это Альфа, потому что он убил Ханака. Хайтани протягивает Дзину Куге меч и говорит, что убив его, он окончательно превратится в харизматичного. Дзин поднимает меч. Его огромная красная фигура направляется к Куге. Каноха кричит и умоляет его остановиться. Дзин стоит над Кугой с поднятым мечом. На мгновение кажется, что он подчинится Хайтани. Но в последнюю секунду Дзин меняет направление и вонзает меч в Хайтани. Лезвие пронзает грудь Хайтани и пригвождает его к земле. Но даже тогда Хайтани улыбается. Он говорит, что с радостью отдаст свою жизнь, если это поможет родиться харизме. Дзин когтями вырывает сердце Хайтани. Тело Хайтани слабеет, но он из последних сил выпускает два мощных луча света вверх. Они попадают в ослабленный потолок здания. Крыша начинает рушиться. Огромные куски бетона и стали падают на Каноху и Саему. Дзин и Куга одновременно реагируют на происходящее. Дзин своим гигантским телом отталкивает самые большие обломки. Куга, несмотря на поврежденный костюм, бросается перед сестрой и отводит в сторону часть обломков. Вместе они не дают рухнуть обломкам на людей поблизости. По показаниям приборов, команда Куги видит, что его тело превысило все допустимые пределы прочности. Они понимают, что он не сможет долго сражаться. Дзин на мгновение замирает. Его форма Z светится остаточной энергией. Когда пыль оседает, Дзин и Куга смотрят друг на друга. Неподалеку неподвижно лежит тело Хайтани. Дзин спрашивает Кугу, спасает ли он людей только тогда, когда они в человеческом обличье. Он имеет в виду Ханака и то, как Куга убил ее, несмотря на ее человеческое прошлое. Куга отвечает, что она игрок и должна умереть ради человечества. Он говорит, что на любой войне нужны жертвы. Джин смотрит на него с гневом и разочарованием. Он спрашивает, почему Куга не попытался найти другой выход. Он говорит, что всегда будет пытаться спасти всех, не оправдываясь тем, что приходится кем-то жертвовать. Куга снимает шлем. Его взгляд дикий и безумный. Он говорит, что больше не считает Джина героем. Он говорит, что герой — это тот, кто побеждает зло. А теперь Джин стоит между ним и справедливостью. Куга заявляет, что убьет Джина, потому что пока у него есть кольцо ангела, будут появляться игроки. Куга бросается на Джина. Тот с легкостью уворачивается от его атак. Одним ударом он сбивает Кугу с ног и прижимает к полу. Куга снова поднимается, тяжело дыша. Он переключает оружие в режим стрельбы и целится в Джина. Каноха плачет и просит его остановиться, но он не слушает. Джин стоит неподвижно. Он не пытается защититься. В его глазах усталость, но в то же время решимость. Руки Куги дрожат, когда он нажимает на курок. Зал оглашает выстрел. Проходит 3 года. Город возвращается к подобию нормальной жизни. Однако по ночам в темных переулках все еще появляются игроки. Однажды вечером игрок с извращенными инстинктами загоняет мужчину в угол. Прежде чем игрок успевает убить его, появляется Альфа в своем белом костюме. Он одним точным ударом расправляется с игроком. Мужчина благодарит его. Альфа говорит, что он может в любой момент обратиться к нему за помощью. В новостях рассказывают о нападении. Говорят, что за последние 3 года количество инцидентов с участием игроков сократилось. Альфу благодарят за поддержание мира в городе. Никто не знает, кто он на самом деле. Куга сидит в кабинете президента корпорации Амаги. Его стол завален бумагами и заставлен мониторами. Майю с улыбкой входит в комнату. Они с Кугой теперь встречаются. Куга спрашивает, почему она пришла так рано, ведь до корпоративной вечеринки еще несколько часов. Майю смеется и говорит, что хотела увидеться с ним до мероприятия. Они вкратце обсуждают игроков и надеются, что ничто не помешает вечеринке. Куга вспоминает последний момент 3-летней давности. Когда он стреляет в Дзина, тот в последний момент уворачивается от смертельного выстрела. Затем выбивает у Куги пистолет и прижимает его к полу. Дзин начинает стремительно меняться.
У него за спиной вырастают крылья, а лицо полностью закрывает шлем. Его аура становится еще более агрессивной. Подметальщик чувствует, что вот-вот проявится харизма. Он направляется к зданию. Дзин поднимает руку, чтобы убить Кугу, но что-то внутри него сопротивляется. Он кричит и заставляет себя остановиться. Крылья и шлем рассыпаются на частицы света и исчезают. Дзин немного уменьшается в размерах, но остается цельным. Он смотрит на Кугу, Каноху и Саему. Он повторяет слова, которые Саема сказал ему в детстве. Он говорит, что люди должны высоко держать голову, потому что на земле они никогда не найдут надежду. Затем он спрыгивает с крыши и исчезает в ночи. Куга пытается броситься за ним, но Мицугай его останавливает. Мицугай говорит, что у Дзина все еще есть кольцо разоблачения, но благодаря наставлениям Канзаки его сердце осталось человеческим. Он говорит, что Хайтани терпит неудачу, потому что не может уничтожить человечность Дзина. Он объясняет, что у игроков с рождения есть инстинкт убивать, и что они с Канзаки пытались использовать этот инстинкт, чтобы уничтожить других игроков. Чтобы добиться этого, Канзаки пришлось воспитать Дзина как человека, способного на любовь и сочувствие, чтобы он мог контролировать свою природу. В настоящем времени Куга смотрит на город. Он задается вопросом, почему игроки затаились. Они боятся Альф или возвращения Дзина в образе Z. Майю просит его не волноваться и говорит, что теперь все считают Альф героями. Куга спрашивает, что она считает справедливостью. Она отвечает, что для нее справедливость — это он. В нижнем городе Каноха и Акиме раздают еду бездомным. Они стоят рядом, как когда-то стояли самаги. Люди благодарят их. Приходит детектив Саяма и приветствует их. Он спрашивает, есть ли какие-нибудь новости о Дзине. Каноха качает головой, Акиме вздыхает и говорит, что Дзин мог бы хотя бы позвонить. Она отмечает, что после той большой битвы героем считают только Альф. Саяма говорит, что не прекращает поиски Дзина. Он просит их позвонить ему, если они снова увидят Дзина. Каноха смотрит на ночное небо и гадает, где сейчас Дзин. Позже, в тот же вечер, две девушки подходят к мужчинам в темном переулке. Девушки ведут себя дружелюбно и кокетливо. Мужчина пытается сблизиться с ними. Внезапно перед ними появляется Дзин в образе Z. Его ангельское кольцо ярко сияет и испускает вспышку света. Девушки кричат, и их человеческая личина исчезает. Их тела превращаются в тела игроков. Дзин быстро атакует и убивает обоих игроков, прежде чем они успевают среагировать. Мужчины в ужасе убегают. Из тени за происходящим наблюдает худощавая фигура. Это Хайтани, который каким-то образом выжил, несмотря на то, что его тело сильно повреждено. Прищурившись, он наблюдает за Джином. Джин в одиночестве стоит на стройке в другом конце города. Позади него появляется чистильщик со светящимся мечом. Он говорит Джину, что повелитель зла хочет с ним поговорить. Джин предупреждает, что его ангельское кольцо заставит повелителя регрессировать, если они встретятся. Чистильщик отвечает, что все равно хочет этой встречи, потому что повелитель обеспокоен. Он также предупреждает Джина, что Куга может представлять такую же угрозу для эволюции, как и сам Джин. Джин кивает. Он понимает, что мир все еще хрупок. Он прыгает с края здания. Падая, он активирует ангельское кольцо и снова превращается в Z.